Всем привет, меня зовут Егор Малькевич, и сегодня на канале я расскажу про то, как стать фуллстек разработчиком с абсолютного нуля до супер-супер-пупер героя и зачем вообще нужно. Тебе будет интересно. Те неинтересные блоки ты можешь по тегам внизу, по меткам временным переключить и посмотреть ту часть, которая конкретно тебе будет интересна, так что обязательно это сделай. А еще поставь мне лайк за то, что я потрудился и собрал всю информацию вместе. Особенно если ты начинающий чувак, я думаю, я тебе очень сильно помогу построить карьеру. Любые большие системы так или иначе используют веб-технологии. Даже ваше государство, e-government или все, что связано с налогами и банкингом, используют веб-технологии так или иначе. Они абсолютно везде, даже в ваших мобильных телефонах и в большинстве ваших приложений. Поэтому, как вот так вот стартануть фуллстек карьеру, большой-большой вопрос, потому что кажется, что надо изучить сразу очень много всего. А давайте вот из этой большой кучи всего страшного и неинтересного выберем самое-самое базовое и посмотрим, может, все не так сложно, как нам про это рассказывают во всех остальных видео, туториалах, и все намного проще, чем нам кажется. Вот. Собственно, мы вот об этом и поговорим. Всегда стоит начинать с самых базовых основ, самого дна. Вот. Если вы никакой и нулевой, и вы впервые пришли в веб, и вам очень понравилось, то я рекомендую сразу газануть с JavaScript и никого не слушать. Почему? Во-первых, по JavaScript очень много хороших туториалов с абсолютного нуля, которые вы можете почитать. Например, на learnjavascript.ru, вот здесь. На самом деле, очень хороший русскоязычный туториал, который вы можете очень быстро пройти, который вот так вот проходится, не требует очень много от вас усилий и времени. Если посмотреть внимательно, тут всего лишь 14 с чем-то пунктов, которые вы можете в целом пройти за 14 дней по часу в день. Так что, если вы когда-нибудь хотели газануть в веб-технологии, то это нужно делать сегодня. Вот, потому что все доступно очень-очень быстро. Короче, мы берем JavaScript отсюда и сразу же переходим вот к каким вещам. Мы все не запомним. То есть, если мы быстро учимся, нам надо максимально много всего пробовать на практике. Читая просто статьи в интернете, этого очень тяжело добиться. Но чтобы запомнить, нам нужно постоянно возвращаться, делать пометки и пользоваться теми самыми шпорами, которые мы как-то делали это в универе, и потом во взрослой жизни очень многие забыли. Поэтому у нас есть чит-шиты, которые кто-то уже сделал, чужие шпоры. Чем нам это может помочь? Можем наклеить это на холодильник, сделать свою фуллстек комнату или карту дорожную, как я стану фуллстеком. Нам всего лишь надо выучить не так много. Смотрите. Некоторые операторы, некоторые строковые операторы, немножко погрузиться, как работать с объектами, и немножко поговорить про массивы и вообще операции с массивами. То есть, по большому счету, в любом языке не так много конструкций, которые нужно погрузиться и изучить. И зачастую эти штуки достаточно примитивные и повторяются, и дублируются. Вот, собственно, 1 неделя. JavaScript закончит 14 дней. 14 дней по часу JavaScript закончит. Переходим к HTML. С HTML очень просто. В HTML надо разобраться только с нотацией, что такое запрос сам по себе, какие бывают статусы, что такое тело запроса, какие данные ходят. Ну, то есть немножко посмотреть не просто голый HTML, а вообще как он попадает в браузер. Вот эту вот историю. И дальше мы опять переключаемся в JavaScript и быстро учимся, что вообще мы можем делать с HTML через JavaScript. Нам не нужны здесь на этом этапе никакие библиотеки, никакие фреймворки. Об этом мы еще поговорим. Мы просто погружаемся в основу синтаксиса и изучаем возможности. Нам главное в ширину узнать возможности в данном случае. Вот. И кое-какую базу о том, что такое вообще HTTP, что такое запрос, что такое HTML, как это в браузере все работает. Вот. Какие-то основы. Дальше мы можем очень быстро также погрузиться в CSS. Что нам в CSS важно? Нам важно, как работают селекторы. И какие вообще могут быть селекторы. Просто, опять же, нам надо просто это глазами запомнить, что есть селекторы на классах, селекторы на звездочках, селекторы на P, на атрибутах, пост-атрибутах. Вот. Я уже забыл, как они называются правильно. Ну, короче, нам нужно запомнить ряд селекторов, вложенные по-всякому, ховеры, активы в разные состояния, ссылка на атрибут и ссылка на вложенную строку. Все. То есть мы это все можем изучить условно за час и начать применять уже сразу. Это мы можем изучить за пару дней.
Все. То есть мы изучили основы веба за меньше, чем 2 недели и в целом готовы уже чего-то начинать. А с чего начинать? Само собой, я бы предложил начать с челленджа. Во-первых, челленджи — это весело. Во-вторых, вы можете сесть и посмотреть, вообще нравится вам это все или нет, идти дальше или нет. Как бы я предложил делать челлендж? У вас стопудово есть какое-то мобильное приложение, которое вам нравится. Например, многим нравится Spotify, поэтому мы можем взять какую-то готовую версию Spotify, вот нарезанную, как будто нарисовал дизайнер. Где ее можно взять? Во-первых, это все, опять же, бесплатно. Мы можем взять на sketchup.com, SketchUp Source. Вот. Что это за сайт? Это сайт, куда дизайнеры выкидывают уже отработанные дизайны, никому не нужные дизайны, которые выглядят хорошо и которые в целом позволяют понять, чем занимается веб-разработчик или верстальщик или как-то. Вот, мы заходим, ищем похожее на наше любимое приложение дизайн, качаем его. Вот, видите, он качается. Короче, мы заходим в фигму и делаем очень простые действия. То есть мы выбираем какой-то нас интересующий элемент, тыкаем на него и тут и копируем как SVG. И все. И мы потихонечку учимся верстать именно мобильное приложение. Тут очень важно. То есть мы учимся верстать не десктопное, крутое, мега-пупер-супер-пупер сайт. Мы учимся на мобильных приложениях. Это намного проще, если обратите внимание, что такое мобильное приложение сегодня. Это несколько кнопочек, какой-то там кружочек с картинкой и еще пару кнопочек. Да? То есть это достаточно простая штука, и вы можете достаточно быстро научиться ее делать. Если вы еще сделаете всплывающие окошки на JavaScript, то еще будете больше молодцом. То есть вот мы начинаем с простых достаточно вещей. После этого, если вдруг вы еще не сомневаетесь в себе в том, что вы отлично стартанули свою веб-карьеру как фуллстек разработчик, я бы предлагал перейти и познакомиться с алгоритмами. То есть, например, вот на этом сайте. Это JavaScript Algorithms, да, на GitHub. То есть ссылки все в описании, так что вы можете не переключаться и продолжить смотреть прямо сейчас. Что здесь интересного? Во-первых, здесь все алгоритмы, которые вообще могут быть с JavaScript, с объектами. И есть некая табличка, которую, опять же, вы можете распечатать, повесить себе на стену. И самое главное запомнить, что такое O от n это мало, O от n квадрат это много, O 2n в квадрате это вообще много, O от n с восклицательным знаком это охренеть как много. Теперь ваша задача зайти в каждый алгоритм, посмотреть, тут зачастую есть в каждом алгоритме некоторая схемка. Опа! Вот, в каждом алгоритме есть некоторая схема, которая позволяет вам понять, как этот алгоритм работает, как им можно пользоваться, в каких ситуациях его лучше применять, в каких хуже. Короче, тут есть очень много информации. То есть, если вам все время кажется, что вам не хватает каких-то знаний про алгоритмы, структуры данных и так далее, здесь вы можете изучить на примерах. Тут везде есть пример на JavaScript того, как это работает. Да? Вот на ноде. Вы можете это взять и позапускать у себя в браузере и проверить, продебажить. Бум. Алгоритмы done. Приглашаю на свой маленький авторский уютный курс по Node.js, где за 3 месяца обучения мы углубимся в основы бэкэнд разработки, научимся разрабатывать клиентскую и серверную части кода своими лучшими практиками и, самое главное, узнаем, как максимально эффективно монетизировать наши знания и навыки и заработать на них. Я старался адаптировать программу для каждого уровня, так что курс подойдет абсолютно всем, от новичков до опытных разработчиков. Перед началом обучения мы распределим тебя в подходящую группу, где тебя будут ждать люди твоего уровня, и вы будете вместе двигаться вперед, постигать азы Node.js разработки. Node.js. Занятия будут проходить в онлайн-формате 2 раза в неделю, по 2 часа. Все лекции будут записываться так, что ты сможешь пересмотреть материал в удобное для тебя время. А помимо этого будет много интересных практических заданий, а также работа в группе, что даст отличную возможность обменяться опытом, получить новые знания. Перед началом обучения ты будешь добавлен в общий чатик вместе с другими студентами, кураторами и мной, где на протяжении всего курса и даже после него можно будет задавать вопросы на интересующие темы, делиться информацией и вообще просто круто общаться. Поэтому залетай на курс, будет лампово, круто. Я старался сделать все с душой, так, чтобы было максимально полезно.
Подробнее ознакомиться с программой и записаться можно по ссылке в описании, так что переходи, а мы поехали дальше. Шаг номер 2. Очень простой, как 3 копейки. Нам надо дальше выбрать фронтенд фреймворк. Мы же фуллстек разработчики, мы идем сразу с фронтенда и двигаемся в сторону фуллстеков, в бэкенд, в инфраструктуру, вот в эту сторону. Для того, чтобы погрузиться во фронтенд, на сегодняшний день вы станете перед сложнейшим выбором. Вам надо будет выбрать один из 3 фреймворков. Хоть тут нарисовано 4, я бы предлагал выбирать из 3. То есть я бы предлагал выбирать либо React, да? Вы заходите на официальный сайт React, и там есть Learn Tutorial. Вы по нему пробегаетесь. Тут, во-первых, есть примеры. Вы просто копируете это к себе, вы запускаете. Вы же уже знакомы, что это такое, да? То есть вас уже не удивить HTML и JavaScript. То есть вы просто копируете, вставляете и экспериментируете. Да? Просто проходите все туториалы, которые у них есть на официальном сайте. И тут есть туториалы на любом языке, поэтому можете проходить на русском. Вот. То же самое вы можете сделать в Vue.js. Неожиданно у них тоже есть примеры. Вот пример. Вот ты можешь тут что-то нажимать, какие-то опции. Есть туториал, когда ты жмешь Next, и так потихонечку учишь и изучаешь это все. Отдельно стоит Angular. Angular выглядит посложнее. На официальном сайте туториал кусок говна. Вот. Но можете изучить и Angular тоже. Вот. Поэтому у вас есть реальный выбор из 3 популярных вариантов. 3 варианта. Вот. Чтобы ваш выбор был проще, я бы предложил вам либо Vue, либо React выбирать следующим образом. И зайдите, поставьте White и запускайте проект через White. Это, во-первых, будет проще. То есть вы можете выбрать один из подходов, либо React с TypeScript, либо Vue.js с TypeScript. Как это все запустить, вы можете найти вот здесь. Вот в описании с примерами. Вам все, что нужно, это все вот сделать вот таким образом. Технически вам надо сделать 3 вещи. Выбрать, какой фреймворк вы хотите выбрать. React или все остальное, да, и вызвать это через White, запустить стартовый проект и начать все там экспериментировать. Но после этого я бы предложил вам сделать паузу в вашем обучении. То есть как только вы выбрали фреймворк, вы выучили основы веба, да, потратили целых 2 недели, плюс выбрали фреймворк. 2 недели вы уже можете что-то. Я бы предложил вам на шаге номер 1 двинуться, получать год практики. Вам нужен где-то год, чтобы это все запрактиковать. То есть вы выбрали фреймворк, но никто не сказал вам, что вы сразу станете гуру в этом фреймворке. Вам стопудово придется потратить еще значительное количество времени, чтобы набить руку. И вот набивать руку самостоятельно я бы не рекомендовал. Это лайфхаки от Егора. Если вы уже выучили основы, так попробуйте себя продать, попробуйте найти работу. Ваша задача после того, как вы выучили основы, постоянно себя продавать. Постоянно себя продавать. Постоянно. Вот я даже вот так вот вам покажу. Постоянно. Ты должен искать работу после того, как ты выбрал этот путь, очень сложный фуллстек разработчик. И задача на первом этапе поиска работы найти некоторого сеньора, да, который знает ваш выбранный фреймворк, например, React, да, и он как минимум потратил много лет жизни, чтобы стать крутым в React. Да. Вот твоя задача найти такого коллегу на работе и сделать с ним год совместной работы, практики. Таким образом, ты максимально быстро научишься, например, за год работать. Но при условии, что ты будешь постоянно искать работу, ты в конечном итоге встретишь классного коллегу. И у тебя дальше будет выбор. Ты сможешь остаться с этим коллегой и пойти по его карьерному пути и стать крутым, например, React-разработчиком. Ты встретишь других крутых фронтенщиков. Они все будут классные, они будут улыбаться, они будут говорить, типа, воу-воу-воу, React круче. Или кто-то будет кричать там, типа, Angular, Angular. Где-то вдалеке ты можешь услышать Vue, Vue, и все. И больше никто не пишет на Vue. Ты можешь встретить фронтендеров и стать крутым фронтендером. Это первое, к чему тебя будет подталкивать твой
крутой, выдающийся full-stack путь. И в целом, если тебя это все устраивает, ты можешь все, уходи. То есть поставь лайк, напиши комментарий, и можно идти дальше. У тебя будет одна проблема. О ней поговорим в самом-самом конце, чтобы просто подрезюмировать. Но представим, что если тебя устраивает быть вот такими вот чуваками, как остальные фронтендеры, которые соревнуются, какой фреймворк круче, какой стейт-менеджер круче, которые постоянно радуются новой какой-нибудь библиотеке, то, конечно, стоит стать крутым фронтендером. Но если тебе интересно больше, и ты хочешь развиться в ширину, то есть full stack — это именно продвижение в ширину, а фронтендер — это движение в глубину в одну технологию, например, во фронтенд. Вот. Если ты хочешь двинуться в ширину, и именно познать дзен вообще в целом разработки, получить великую мудрость, которая будет опять же в конце, то я бы предложил посмотреть, что будет дальше. Сразу после года изучения какого-нибудь модного фреймворка, например, React, изучите backend фреймворк. Да? То есть, например, я бы обратил внимание на Next.js. Да? Next.js интересен тем, что, во-первых, тут туториалы посложнее, вот. Во-вторых, это как вещь в себе. Тут он достаточно такой проприетарный, но если вы только-только залетели и пропустили все остальные технологии, React-роутеры, всякую вот эту вот лабуду, то вам будет очень интересно и понятно. И не будет вызывать никакого противоречия, что так и должно быть. Вот. Поэтому ваш опыт в React уже будет помогать вам пользоваться вот этим инструментом. Плюс вы начнете познавать дзен запуска каких-нибудь бэкэнд вещей, типа middleware, как они работают, что они делают, что такое запрос на сервере, как обрабатывать. В любом случае, с помощью Next.js вы сможете попрактиковаться делать backend for frontend. Есть такое понятие backend for frontend. Это backend, который собирает данные с разных серверов, делает красивые странички, рендерит все и отдает клиенту. То есть его задача подготовить необходимую почву для фронтенда, который будет масштабироваться, там, кэшироваться и так далее, и очень быстро отзывчиво работать в интернете. То есть это хороший современный подход, поэтому мы ныряем прямо в него. Вот. Но сразу же, при том, что я вот эти штуки рекомендую, все, что дальше React и прочих базовых фронтенд фреймворков, я предлагаю изучать через ASM библиотеки, потому что так будет интереснее. То есть вы не только просто сам голый библиотеку, фреймворк, как это мы должны сделать с React, мы не должны там сильно погружаться, какие там best practices, нам пофиг. Мы просто учим то, что самый классный сеньор использует на практике, потому что все готовят немножко это все по-разному. И в этом великая проблема фронтенда. Так вот, мы ныряем в ASM штуки, и здесь мы можем найти кучу всего, начиная от того, как использовать какие-то там модули, библиотеки. Мы просто, как раньше мы учили Learn JavaScript по часу в день, мы по часу в день заходим, выбираем, например, Next.js, и по часу в день читаем одну статью, например, из ASM библиотек. Потихонечку узнаем, какие вообще есть возможности в Next.js и какие проблемы с ним можно решить. Легко, какие проблемы будут решаться тяжелее. Это вот самая крутая идея, которая может вам прийти в голову. После этого, или рядом с этим, мы можем выучить еще две штуки. Я бы предложил выучить их вместе. Во-первых, я бы предложил голую ноду посмотреть, что она может. Во-первых, нода — это очень просто. Это вот такой вот маленький скрипт, который позволяет все запускать. Во-вторых, у ноды есть документация, у ноды есть разные версии. В этих версиях есть вот столько классов. Как видите, их не бесконечное количество, множество. Вы можете тоже потихонечку их просто тыкать и смотреть, что они могут, читать примеры демки, и вы достаточно быстро это изучите. Я уверен, что вы сможете это все окучить за месяц. Вот. На 200% я уверен, потому что я веду обучающие группы по Node.js, я знаю, как быстро люди в это все въезжают. Так что не надо мне тут обучение 100 лет. Это все для лохов. Короче, дальше я бы, опять же, двинулся с библиотеки ASM Node.js. Для чего? По той же самой идее. Да? То есть мы идем в глубину через то, что мы смотрим, а какие возможности мы можем получить дешевым способом.
Дорогим способом вы всегда успеете что-то получить. Давайте попробуем дешевым. То есть мы ищем, опять же, можем туториалы посмотреть, можем какие-то программы посмотреть. Так или иначе, уже так много всего накопилось, что нам достаточно просто пройти awesome туториал, чтобы уже быть на высоте. И в конце концов, я бы предложил вам не изучать никакой модный Node.js фреймворк, а изучить Express. Вот. Давайте вот без Nest, без всяких там модных приблуд. Давайте вот простой Express, как 2 копейки. То есть мы вот возьмем с него и попробуем хотя бы на нем научиться делать какие-то вещи. Вот. Ну, что-то вот такое, вот настолько примитивное. То есть мы просто зайдем, при том, что это старые штуки, они популярны, до сих пор встречаются в продакшене. На них делается до сих пор очень много всего. Их используют под капотом практически каждая современная библиотека. Так что почему бы их не изучить? Во-первых, доступен контент, очень много информации, очень много примеров. Вы можете посмотреть кучу бесплатных ресурсов и очень быстро въехать. И вы научитесь решать задачу вот просто молниеносно, чем вы будете бесконечно там пытаться запомнить все возможные синтаксические приколы у Next.js и охреневать от того, что да, я вроде бы это понял, как делать, я вроде бы делаю, но каждый раз смотрю на какой-то новый синтаксис или там месяц позанимался фронтендом, пришел и охренел от того, что мозг уже перестал понимать и вспоминать, типа, бля, как оно там это все работает. Модные фреймворки очень сложно запомнить, потому что они имеют очень большое количество абстракций, а вам надо минимум. Зачем? Смотрите, опять же, мы возвращаемся к обычной нашей карьерной дороге фуллстек разработчика. Да, если мы вдруг оставили фронтендеров позади, то мы идем постигать с годом опыта на React, мы идем постигать Node.js премудрости. Нам опять нужен крутой коллега-ментор, слэш-ментор, который будет нам помогать, чтобы мы могли целый год изучать одну из вот этих технологий. То есть мы можем пойти на голом экспрессе что-то делать, можем пойти на Next.js, можем выбрать что-то в промежутке. Можем выбрать компанию с модным фреймворком, но все равно нам тогда придется отдельно это все подизучить. Я вам так рекомендую, реально. Вот trust me, это реально хорошая идея. При условии, что ты будешь все равно постоянно искать работу, ты точно сможешь устроиться крутым сеньором Node.js разработчиком. И здесь хороший вопрос может возникнуть, типа, алло, зачем мне свитчиться, например, из фронтенщика с опытом в Angular, свитчиться в бэкэнд и становиться сеньором бэкэнд-разработчиком или вот вообще куда-то сюда двигаться? Почему мне просто не остаться с фронтендерами? Да, все очень просто. Ты останешься с фронтендерами, фронтендеров становится все больше, этот пузырь надувается, да, приходят новые чуваки, видят сеньора фронтендера, идут, становятся рядом, и это просто надувается, их становится много, и в этой конкурентной среде, в этом конкурентном пузыре твой навык быть фронтендером, он потихонечку становится дешевле. Вот, все очень просто. Тут ребята качают скилл, постоянно меняются библиотеки. Постоянно меняются библиотеки, постоянно их навык обесценивается, как будто идет та же самая инфляция, что происходит в экономике. Поэтому, если вдруг ты останешься среди фронтендеров, ну, типа, окей, есть другие туториалы, там, типа, сходи туда. Вот. Но если ты пойдешь в Node.js, тебе может показаться, типа, бля, ну я же не знаю Node.js, у меня есть только год опыта на React, а как ты сюда попал тогда? Вот, как ты сделал первый шаг, да, когда ты выучил основы веба, и как-то тебя взяли на React что-то делать. Ну, у тебя же не было 100-500 миллионов лет опыта на React. Ты как-то продал свои основы веба с пользой для вот этого чувака. То есть как-то ты смог это сделать. Почему ты не можешь это сделать вот здесь, когда у тебя есть год опыта на React? Ты можешь в целом продать это Node.js бэкэндеру, потому что в целом есть фреймворки, например, Next.js, где это очень близко к бэкэнду, и это все еще там чуть-чуть React есть. Вот. Почему ты не можешь продать? Я уверен, что можешь. Если ты будешь следовать золотому правилу, пока ты работаешь год, ты постоянно ищешь работу. Это золотое правило для того, чтобы в конце будет зачем. Короче,
У тебя опять же будет выбор. Если ты прокачался и поработал год сеньором, бэкэнд-разработчиком, конечно, он, зная свой карьерный путь, как он стал сеньором на бэкэнде, он тебе по нему будет пытаться провести, подсказывать, помогать, так или иначе на тебя влиять. И со временем ты можешь стать трушным бэкэндером. Трушные бэкэндеры часто общаются на тему, какая кавка лучше, там, что там с Elasticsearch, течет или не течет что-то, нужен ли какой-то RabbitMQ, что там с хайлоудом на Spark и так далее. То есть они, опять же, они добрались до сеньорства и такие «Oh yeah, baby, oh yeah». Вместе, просто это две разные кучки, да, фронтендеры и бэкэндеры в массе своей, они где-то они тусуются, все хорошо. Возможно, среди них есть даже сеньоры и классные чуваки. Я не спорю, в каждой тусовке есть классные ребята, абсолютно, вокруг них все и строится. Но дальше у тебя опять будет выбор. Стать таким классным чуваком, потратить еще какое-то количество лет, пройти эту дорогу до конца, подняться вот на эту гору, где есть трушные бэкэндеры, либо пойти дальше. Вот. А дальше это такой пункт со звездочкой. Ты в целом туда можешь не ходить. Я туда ходил, ничего интересного не нашел, но ты можешь сходить, может, что-то интересное найдешь. То есть у тебя уже знания есть, как бы сделать API-шку быстро, у тебя есть знания, как на реактике что-то накидать. Ты в целом можешь стартануть с какой-нибудь приблуды, которая позволяет делать гибридное приложение под десктоп или под мобилку, получить какой-то тут UI-кит. Я думаю, в целом для тебя в этот момент уже все будет понятно, как это работает, и ты сможешь быстро что-то такое накидывать и продавать какие-то мобильные приложения каким-нибудь американским заказчикам. Вот. Много компаний, которые ищут разработчиков сюда, сюда и вот сюда. То есть ты в целом можешь зайти в гибридную разработку, и я тут особо бы не останавливался, потому что я считаю, что это говнище. Вот. Да, ты можешь стать крутым мега-реактор-разработчиком, но я только один раз в своей жизни видел позицию типа архитектор React Native приложения. Видел один раз, и то эта позиция больше была похожа на скам. То есть люди просто скамили. Так что, если интересно, ты можешь зайти, присесть, посидеть, поработать. Но ты уже позади оставил две крутые тусовки трушных бэкэндеров и трушных фронтендеров. Вот. И ты уже трушный такой скиталец, бродяга, который в целом может залететь к сеньору React Native разработчику, который, конечно же, будет рассказывать, какой Apple классный. И вообще, все трушные мобильщики, Swift, там Стив Джобс, гоним трафик SMM. То есть, если тебе это интересно, в целом в этой тусовке оставайся. Вот. Мобильщики, они такие. Они в целом знают, как зарабатывать деньги, потому что они очень много смотрят на SMM, вот эти таргеты, рассказывают про Swift и собирают свои мобильные конференции. В целом точно так же веселятся, как и все ребята вот здесь. Вот. Но опять же, имеет смысл туда идти, если ты все равно продолжишь постоянно искать работу, потому что это не конец карьеры, если вдруг что. Потому что я бы предложил после вот этих скитаний по бэкэнду, фронтенду зайти в классное место. То, что называется работа с базами данными и сервисами. Здесь на самом деле еще много интересного спрятано в мире веб-разработки. Во-первых, там есть докер, и было бы неплохо докер изучить. Изучить его хорошенько, потому что, опять же, докер классный инструмент, его неинтересно изучать самого по себе, поэтому мы заходим Asm Docker, вот, и смотрим, какие можно с докером делать штучки-дрючки. И вообще, опять же, если ты будешь тратить 1 час в день на чтение вот этих всех туториалов, ты охренеть как прокачаешься и будешь знать намного больше, чем большинство людей вообще в мире разработки знает. При том, что это тот же самый подход к обучению, который ты использовал, пока становился трушным бэкэндером или фронтендером, тратя всего лишь год своей жизни. Так вот, нам важно изучить еще немножко Postgres. Вот. У Postgres неожиданно тоже есть Asm штуки, всякие UI-чики и прочее. Просто заходишь час в день, погружаешься в Postgres после докера и вообще чувствуешь себя пацаном. Можно еще Mongo изучить. Можно еще потратить время изучить 5 специализированных сервисов в глубину. То же самое, такой же подход. Заходишь, Asm штучки, полетел, прочитал. Все, ты будешь очень хорошо понимать, где и зачем это все использовать. Мы не пытаемся здесь стать мега крутыми чуваками, потому что мы full-stack разработчики. Вот.
для фуллстек разработчика не так важно знание каждой мелочи, каждого там пикселя, как что куда льется, сколько оперативки потребляет. Это все не так важно. Важно становится, насколько широко ты знаешь, из какого объема всяких сервисов ты можешь выбирать, понимание, какой инструмент для какой задачи лучше всего применить, тусовки, где эти люди тусуются, становится более важным. И я объясню это в конце концов, зачем. Короче, я предполагаю, что на React Native и прикольчики с гибридными разработками ты максимум полгода потратишь и поймешь, что там фуфло. И пойдешь заниматься дальше крутыми штуками и строить свою крутую карьеру вверх. Тебе все, что нужно, это изучить несколько сервисов, возможно, один сервис, но в глубину, и докер. Все. Вот. Из всех сервисов, что я перечислил, Postgres, там, Mongo, еще 5 каких-то ультра специфичных сервисов. Тебе нужно выучить только один и выучить докер. Все. Для этого, опять же, я бы нашел крутого сеньор-коллегу, который бы тебя научил. Я не знаю почему, но люди, которые много сидят с базами данных, часто сидят и пользуются синкпадом. Вот, поэтому это будет признак. Вот если чувак на собеседовании приходит с синкпадом, открывает, он точно занимается бэком. Вот этот трушный бэкэндер, который сервисы там поднимает, крутит, он, конечно же, будет сидеть на винде. Я не знаю, зачем они это делают, вот, но факт остается фактом. Ты очень легко по внешним признакам сможешь определить, что это самый трушный чувак. И идешь к нему работать, чтобы научиться. Но ты при этом всем уже знаешь, как делать UI-чики, делать мобилки, делать бэкэнд какой-то простой на ноде. Ты уже точно много всего знаешь, и тебе будет не так сложно продаться сюда. При том, что ты всю дорогу по дорожке постоянно искал работу. Я повторюсь, все равно нужно постоянно ходить на собеседование, чтобы научиться продавать. Особенно если у тебя карьере всего 2,5 года. Если ты научился хорошо продавать себя за это время, ты прям крутой молодец. И у тебя опять будет выбор. Когда ты придешь заниматься бэкэндом, именно сервисами, всякими инфраструктурными делами, ты заметишь, что многие ребята сидят на винде, и они так или иначе все метят и двигаются в Enterprise. То есть там будут крутые Enterprise разработчики. Ты услышишь много интересных историй про Apache Foundation, про Grafana, как можно использовать Prometheus во всяких крутых штуках, что такое ClickHouse, и вообще прокачаешься и можешь остаться среди них. Да, они будут не так хипстерски выглядеть, как ребята, которые пишут фронтенд на React. Скорее всего, они будут в рубашках, они же enterprise разработчики, в конце концов, галстучек, там, вот эти все истории. Это очень важно для них. Поэтому, возможно, в этой тусовке тебе понравится. Но я бы предложил сделать еще один шаг. Пойти и вкурить инфраструктуру. Почему? Одно дело, ты разобрался во фронтенде, разобрался в мобилках, приложил усилия, в конце концов, и разобрался с каким-то количеством сервисов, про которые многие, может, никогда и не слышали. Но если ты не вкурил инфраструктуру, не вот прошелся вот по этому хардкорному говну, которым занимаются девопсы, считай, что ты и не жил. Вот. Я бы предложил сделать вот что. Я бы предложил сделать выбор, на чем ты сфокусируешься. Это будет либо GitHub, либо GitLab. Это как типа добро и зло. Вот, тебе надо выбрать, что для тебя более добро. У этих всех вещей неожиданно тоже есть какие-то свои хаки, туториалы и всякие приколюхи, которые по похожему паттерну можно изучать. То есть ты тратишь, опять же, час в день, заходишь, читаешь по какому-то гайду асам штуки по GitHub, или всякие хакерские прикольчики, например, по GitHub. Ну, то есть GitLab, GitHub. Ты заходишь, читаешь, смотришь, радуешься, погружаешься в их, я бы сказал, религию. То есть девопсия — это большая религия. То есть инфраструктурщики — это как современные священники. Они тебе рассказывают, что CI/CD тебе поможет, что куда ты без классного деливери. Вот, поэтому мы погружаемся в эту культуру. Дальше мы погружаемся обязательно в Kubernetes, потому что современный мир коммерческой разработки крутится в докере, а докер крутится, вертится в Kubernetes, и нам как минимум нужно уметь этим управлять, поэтому мы погружаемся туда, и само собой это все несложно сделать, когда ты зашел и начал читать асам приколюхи, что можно и как можно сделать, какие есть архитектуры на кубере, как можно кубер по-разному развернуть,
как делать поды, как распределять нагрузку. Ты сидишь спокойненько, методично это все перебираешь, это не так долго. И в конце ты выбираешь, опять же, между двумя конкурентами, ты выбираешь либо Microsoft Azure, либо какой-нибудь AWS, либо какие-нибудь другие промежуточные сервисы, но выбери между большими, крупными, потому что это же коммерческая, дорогая DevOps-разработка. Конечно, они будут дорогие штуки разворачивать в какие-нибудь дорогие дата-центры и AWS, и там все деньги. Поэтому берешь и изучаешь, не ленишься. Открываешь, смотришь, что там есть интересного в Ажуре. Неожиданно у тебя вот все, вот просто зашел на GitHub, дописал Asm и посмотрел, что можно сделать с Ажурой. Это тебе потребует не так много усилий. Я думаю, на все про все, чтобы все хорошенько почитать, уяснить, если ты регулярно будешь делать, месяц, вот, выше крыши. То есть зачем тебе тратить туда 100 миллионов лет жизни, когда ты можешь за месяц это все окучить и понять, вот это хорошо, это плохо, этот инструмент не подходит, этот вообще облако тут слишком дорого, но тут дешевле. Чтобы еще лучше это понять, мы возвращаемся к нашей предыдущей схеме. Мы берем все наши накопленные за 3,5 года навыки и знания и ищем нашего сеньор-коллегу, который умеет крутить Kubernetes и как минимум хорошо знаком с AWS. Вот. Поэтому мы берем весь наш багаж знаний, мы уже очень много всего знаем, мы еще постоянно искали работу, поэтому познакомиться с таким сеньор-коллегой для нас не составляет труда, и все, и мы поехали. Мы учим одну инфраструктуру в одном каком-то паттерне, в одной какой-то комбинации. Нам не нужно знать все, нам все надо знать теоретически, мы не сможем все попробовать на практике, это невозможно. Поэтому мы учим одну комбинацию инфраструктуры и вокруг нее строим. То есть нам надо будет конкретно сделать выбор, либо то, либо вот это. Если мы начнем пытаться все, я везде все попробую, ну, ты попробуешь, но на это уйдет куча времени, и не факт, что это кому-то нужно. Вряд ли кто-то будет строить инфраструктуру на двух вещах. Они выберут что-то одно и поедут с одним каким-то провайдером. Поэтому выбираем чувака, с которым мы можем учиться, и едем. И в конце у нас опять есть выбор. Мы можем тут остаться и неплохо зарабатывать, мы можем стать трушным девопсом. Трушные девопсы обсуждают Terraform, перекидываются YAML-файлами и обсуждают, как сделать очередной какой-то кластер, как что-то где-то развернуть, и в целом тоже весело чилят. У них классная девопс-тусовка. Обычно таких немножко помятых, немножко неаккуратных парней, но возможно, с бородой, возможно, давно не мылись, но потому что они сидят постоянно среди ночи, поднимают сервера. Вот. Но в любом случае, возможно, ты именно такой, и тебе туда и надо. Вот. И если так, то отлично, ты нашел свою компанию в конце концов. Вот. Но я предложил бы сделать еще один шажок и теперь послушать самый главный вывод, ради которого я записал весь вот этот путь, который ты долго слушал. Я надеюсь, ты слушал от начала до конца, чтобы у меня была хорошая аналитика в Google площадке, платформе, чтобы Google подкинул мой видосик повыше. А если ты вдруг вот перешел по метке, пожалуйста, зайди, поставь лайк. Ну, камон, я столько тут рассказывал, а ты взял так перепрыгнул. Ну, вообще, несправедливость. Кому нужны фуллстек разработчики? Фуллстек разработчики, притом, которые 4,5 года заинвестировали своего времени, не пошли ни по одному популярному, протоптанному, распиаренному в интернете пути, а пошли каким-то своим путем. Да, они знают фронтенд, знают бэкенд, знают инфраструктуру и знают множество сервисов. Могут свободно об этом разговаривать. Могут тебе рассказывать, что не-не-не, бро, ну давай, вот не надо тут мне рассказывать про React Native, говнище, давай вот это возьмем, будет вообще норм. Или они смогут с тобой на равных обсуждать инфраструктуру, цены там в Яндекс.Клауде и еще что-то. То есть человек с очень большим кругозором, эрудированный, как это бы назвали в Советском Союзе. Так вот, зачем он нам такой? Все очень просто. Представьте, что этого человека за вот эти 4,5 года он прошел множество тусовок. Если он еще не поленился ходить на конференции, то он знает и трушных мобильщиков, и трушных бэкэндеров, трушные фронтендеры. У него как минимум есть
по одному человеку в каждой тусовке, который действительно крутой, потому что мы перебирали компании, мы нашли классных ребят, мы с ними поработали, у нас с ними хорошие отношения, мы же не сжигали мосты, когда мы уходили, и вот, мы шли своим путем. Поэтому у нас есть контакты и связи в 5 крупных тусовках в нашем веб-сообществе. При том, что мы с ними можем говорить на одном языке, мы знаем очень много, и мы пошли все равно дальше, мы набрали смелости. Они, конечно, вот почему здесь вот так нарисовано, они зашли так или иначе, когда они стали сеньорами и очень опытными товарищами, они вышли на пик своей карьеры. То есть вот пик карьеры разработчика неожиданно это быть сеньором. Вот. Дальше ты не разработчик. Нету дальше никакой карьеры у разработки. Кто бы что ни говорил. EPAM, какие девелоперская ветка, что за bullshit. Этого не существует. Ты дошел до пика. Вот в этом и прикол. То есть, если ты идешь в одну из тусовок, ты со временем дойдешь до пика. Вот дальше твоя карьера как разработчика, она не будет двигаться вверх, она будет уже двигаться вниз. То есть ты дойдешь до пика, ты заметишь, что больше тебе никто не хочет платить, твои зарплаты не удваиваются каждый год. Вот. Ты попадешь вот в эту девелоперскую ловушку. Да, ты крутой, трушный мобильный разработчик. Да, ты столько всего хвалебного рассказал про Стива Джобса. Но все, дальше твоя карьера по зарплатам, по каким-то твоим ожиданиям, она линейна. То есть она линейна, возможно, даже падает. Наверное, возможно, тебя со временем уволят из Гугла. Вот. И то же самое во всех этих 5 тусовках. Люди, которые оказались на вершине сеньорами, они вышли на пик своей девелоперской карьеры. И что делать дальше? Потому что со временем карьера пойдет вниз, по-любому. Этот человек, который пошел по full-stack карьере, у него есть отдельное конкурентное преимущество. За 4,5 года можно стать настолько крутым продавцом, просто охренеть, то есть, который себя, во-первых, продал в 5 разных рынках, 5 разных рынков, понимаете? Он себя не продавал не просто как фронтенщик, он себя продавал как бэкенщик, как фронтенщик, как мобильщик, как DevOps. То есть он продавал себя в 5 разных рынках, он точно умеет себя продать. Давайте будем честны. Этот человек лучше умеет продать, чем ты. Вот и все. Вот. И плюс ко всему, из-за того, что он хорошо продает, почему? Почему он может хорошо продавать? Потому что он очень хорошо знает рынок, на котором он работает. 5 этих тусовок точно показывают общее состояние рынка, где есть спрос. Лучшие ребята, сеньоры, на пике своей карьеры, лучше понимают, что изнутри происходит, где что кому нужно, какие технологии используются. Этот человек эту информацию уже получает легче и дешевле, чем вы. Вот. И он знает, что, где, сколько, кто стоит, кого нанять. Этот человек уже чуть-чуть, он как в метапозиции. Он пошел по рынку вот так вот горизонтально, но в какой-то момент он оказался в метапозиции. Он знает все. Он может как мудрец сидеть, смотреть сверху и рассуждать. И у тебя в такой ситуации, если ты вдруг решил сделать фуллстек мега-карьеру за 4 года, да, то есть это не 100 лет, у тебя будет выбор. Ты можешь в конце концов остаться в разработке, то, что в аутсорсе называется девелоперская ветка, девелоперская карьера. Остаться в разработке со всеми вот этими навыками и знаниями. Например, каким-нибудь тимлидом. И поверь мне, со временем твои глаза не то, что вот такие будут, они у тебя будут грустные. Вот. Возможно, у тебя ротик изменится и будет вот такой. Вот. Потому что куда ты дальше двинешься? То есть ты крутой разработчик, ты, возможно, даже носишь кепку. Но дальше нету никакого девелоперского пути. Вот. Ты остаешься вот в этой метапозиции. У тебя есть позиция еще круче. Ты можешь стать дядей, на которого все работают. Ну, мы же слышали про дядю, что надо работать на дядю или не работать на дядю. Ну, где-то же есть этот дядя. Как стать этим дядей? Вот один из путей, как можно стать этим дядей. Дядя, на которого все работают. Тот самый. Каким образом? Потому что, во-первых, ты знаешь, где что сколько стоит, ты умеешь продавать. Вот. Ты можешь в целом продавать людей, которые ты знаешь из каких тусовок. Ты знаешь, где их брать, как их продавать. Почему бы не запустить свою аутсорсинговую компанию в этот момент? И все, и на тебя работают. Или прийти с какой-то услугой,
кому-то, чтобы помочь им заработать или построить какой-то очередной продукт, там, возглавить какой-то стартап, запустить свой стартап. Ну, короче, ты можешь стать дядей, на которого все работают. Почему это на втором месте, а не на первом? Потому что на первом выигрышном месте ты можешь стать CTO, то есть это безопаснее. То есть, когда ты становишься дядей, на которого все работают, ты рискуешь, тебе может не хватить навыков. То есть, вот после вот этого всего пути тебе все еще может не хватить каких-то навыков, не связанных никак с разработкой технологиями, для того, чтобы стать тем самым дядей. Поэтому я бы предложил тебе вот после всего такого долгого пути стать CTO. Почему? Во-первых, ты широко смотришь на рынок. Умеешь по-разному оценивать технологии, то есть не пытаться все одной и той же технологии сделать, типа мы взяли JavaScript и теперь мы делаем на нем бэкэнд, фронтенд, мобилки, приложения для машин и так далее. Мы взяли Ruby и на Ruby мы делаем мобилки, приложения для машин и так далее. Типа в смысле? Ну давайте выберем разные технологии, и вот как раз этот человек может здраво рассуждать, про какие технологии стоит выбрать, где мы сможем заработать, что, где, сколько будет стоить, и может найти правильных ребят. Он может их собеседовать, он видел кучу архитектур, он как минимум общался с ребятами, инфраструктурщиками, он знает, как построить большой продукт. Может, сам руками до конца не может, ну и что? Он знает, где найти ребят, которые могут. Вот. Поэтому позиция CTO в этот момент, она будет самая оптимальная. Вот. Поэтому тут можно отпраздновать, налить в бокал желтого и кайфануть. Если у тебя остались вопросы, пиши в комментариях. Я в целом веду обучение, у меня есть там целая куча 3 программы, в которых я рассказываю про разные этапы и помогаю построить карьеру на каждом из этапов твоего пути. Для того, чтобы ты в конечном итоге смог хорошенько заработать и кайфовать от жизни, и строить карьеру вверх, а не горизонтально, как делают это все. На этом у меня все. Ставьте лайки. В следующий раз вернусь с видео обзором о том, как мой релокейшн проходит и с какими трудностями я столкнулся. На этом у меня все. Всем пока. Спасибо, что были со мной.